Всего в мире насчитывается около 600 версий предназначения пирамид, от зернохранилища до атомного бункера. Ясно одно, официальная версия, что пирамида — это гробница для фараонов, не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что в пирамидах ни разу не было найдено мумии фараонов. Все мумии фараонов находили в так называемой долине царей. В этом посте попробуем выдвинуть два версии предназначения пирамид. Сложности в понимании предназначения пирамид заключаются в том, что наша цивилизация не строит ничего подобного. Нашей цивилизации подобные сооружения просто ни к чему. Мы не знаем, как и для чего их можно эффективно использовать. Когда их нашли, то проделывали проходы динамитом, думая, что внутри находится золото. Сейчас пирамиды используются как достопримечательности. Внутри проложены ступеньки, поручни, и туда водят туристов за деньги. Причем изначально проходы были настолько низкие, что высоту пришлось расширять зубилом и молотком. В пирамиде Хеопса из-за большого количества влаги, выдыхаемой туристами, начались проблемы с известняком, и количество туристов пришлось ограничить. Наша цивилизация оказалась настолько примитивной, не то чтобы понять, а даже эксплуатировать нормально данные сооружения мы не можем. Естественно, строили пирамиды не для того, чтобы в 20 и 21 веке туда начали водить туристов. Цель была совершенно другой. Еще одна особенность пирамид заключается в том, что они повторяют 3 звезды из созвездия Ориона, и невольно возникает вопрос, зачем землянам нужно было так усложнять и без того сложнейшую стройку? Просто для того, чтобы пирамиды выстроились как 3 далеких звезды, найти которые на небосклоне не так уж и просто. И почему именно из созвездия Орион? Почему не из созвездия Большой Медведицы или Тельца? Ведь на небосклоне много звезд, и выбрать есть из чего. Очевидно, что заказчики строительства пирамид хорошо знали, где находятся эти звезды, и придавали этому большое значение. Что если предположить, что пирамиды — это дальнейшее развитие более древних мегалитических сооружений, дольменов и царских курганов? У дольменов небольшие отверстия, в которые могут пролезть только дети, и в пирамидах саркофаг очень маленького размера, в который может поместиться только лишь ребенок. Также исследователи отмечают, что у сооружения, именуемым царским курганом в Керчи, свод потолка повторяет свод пирамиды Хеопса. Больше всего дольменов находится в современной Корее, их там более 80 тысяч штук. Корейцы даже приезжают в Краснодарский край посмотреть на наши дольмены. В Китае около 50 дольменов в провинции Чжэцзян и около 700 в провинции Лианин. Обнаружены захоронения дольменного типа и в Японии, главным образом на северо-западе острова Кюсю. В России дольмены найдены на острове Веры на Южном Урале, озеро Тургаяк, Челябинская область, в Крыму, на Кавказе и в Краснодарском крае. Дольмены известны на всем Ближнем Востоке, например, в Иордании, в долине Вади-Зарка дольмены есть даже в Северной Африке, а также в Западной, Северной и Южной Европе. Согласно исследованиям Анатолия Клёсова, наш общий предок, носитель родовой метки R1, жил в Сибири. Примерно 24 тысячи лет назад R1 разделяется на две подгруппы R1A и R1B. По какой-то причине два новых рода начинают миграцию. R1A движется на север и на запад вдоль Северного Ледовитого океана, а затем на европейскую часть современной России, либо сперва в Гиперборею, а затем на европейскую часть современной России, а затем в Индию. Большая часть R1B начинает движение на юг и на запад, через территорию Монголии, Казахстана, Кавказа, Турции, Сирии. Они доходят до Египта. От Египта R1B распространяются в Грецию. Часть R1B осталась в Африке, и сейчас они берберы и амазахи. Другие R1B через Гибралтарский пролив проникают в Западную Европу и заселяют ее, вытесняя коренное население. Часть R1B пошли на восток и заселили Корею, Сахалин и Японию. Вспомним айнов на японских островах. Даже официально они поселились там 12-15 тысяч лет назад. R1B могли пойти дальше, через Берингов пролив, и заселить Северную и Южную Америку. То есть, по пути своего движения, маршрут мы узнали благодаря ДНК генеалогии Клёсова. R1B строит однотипные сооружения, дольмены. От примитивных в Корее до сложных трехэтажных дольменов в Краснодарском крае. Можно сделать смелое предположение, что дольмены, царские курганы и пирамиды строила одна цивилизация, носители гаплогруппы R1B. Кстати, согласно Клёсову, Тутанхамон был носитель сибирской Y-хромосомы R1B. Еще один факт.
который отмечают исследователи, заключается в том, что под пирамидами и другими мегалитическими сооружениями находится геотектонический разлом, который является источником электромагнитных колебаний с частотой 4,6 Гц. Пирамиды имеют фокус. Чем больше угол граней, тем дальше от вершины находится фокус. В фокусе египетских пирамид находится камера, и в фокусе мексиканских пирамид тоже находится камера, но из-за большего угла граней она находится под землей. В начале XX века Барченко отправляется на Кольский полуостров изучать загадочный эффект меречения, из-за которого жители северных территорий СССР впадали в транс и шли по направлению к северу, из-за чего мерячение называли зовом полярной звезды. Мерячение проявлялось во время возмущения ионосферы, которые вызывают особые северные сияния. В ходе дальнейших исследований в закрытых институтах выясняется, что наш мозг не закрытая система, а орган, способный воспринимать электромагнитные колебания. Изучая частоты электромагнитных колебаний, ученые пришли к выводу, что ионосфера является источником электромагнитных колебаний, схожих по частоте с частотами ритма мозга. Вот на каких частотах работают ритмы мозга. Бета — от 14 до 30 Гц, альфа — от 8 до 13 Гц, тета — от 4 до 8 Гц, дельта — ниже 4 Гц. В советское время спортсменам перед соревнованиями стимулировали мозг электромагнитными колебаниями в специальной закрытой камере, напоминающей саркофаг. Правда, эта камера была сделана не из камня, а из металла. Пирамиды, безусловно, одни из самых загадочных строений на нашей планете. Пожалуй, ничто не сравнится с их величием и оточенностью выполненного замысла. Но лишь сегодня приходит понимание, что смысл этих культовых сооружений простирается далеко за пределы понятия официальной науки, типа усыпальниц, амбаров для хранения зерна или даже религиозных храмов. Многие ученые сходятся во мнении, что эти постройки являются древнейшими приемниками и передатчиками информации. И какая-то часть правды, очевидно, в этом есть. Но, скорее всего, не вся. Реальные возможности и цели создания этих сооружений намного шире и функциональнее. Видится, что это были и прекрасные электростанции, аккумулировавшие и вырабатывавшие энергию благодаря своему устройству и материалу, из которого они в основном строились. Гранит, мрамор, бетонные плиты из кремниевого песка служили резонаторами с внешними колебаниями планеты и космоса. А глина, известняк, кирпич использовались в качестве изоляционного материала. Если вникнуть глубже, то, конечно же, вначале создавалась разница в потенциале более тонких энергополей, называемых высокочастотным статическим постоянным током. И уже затем, через трансформаторные устройства, которые во множестве изображены на стенах внутренних помещений некоторых из пирамид, подавались на различные технические устройства бытового и промышленного предназначения, от ламп освещения до электролитических приборов и пилорамно-шлифовальной техники. Кстати, на то время не было нужды при этом использовать специальные провода для транспортировки энергии. Использовались передающие приемные резонаторы, имеющие в своей основе одинаковое внутреннее строение вещества и внешнюю форму. Вещество идентичного содержания плюс точные пропорции сплавов металлов. Формы, сферы, кресты, кубы и так далее, включая и пирамидальные формы. Но это другая история, о которой мы поговорим в другой раз. А пока вернемся к теме самих пирамид и их предназначения. Так, еще по одной из версий, пирамиды строились в качестве пирамидальных линз для концентрации выхода, входа энергии из Земли и космоса. И строились они не хаотично, а строго вдоль определенных энергетических линий и пересений их узлов. Проще говоря, пирамиды строились для того, чтобы стабилизировать магнитное поле Земли. Все пирамиды располагались в определенных точках Земли, чтобы изменить проходящий сквозь них электромагнитный поток. Другими словами, сама по себе пирамида — это не что иное, как обыкновенная линза, модулирующая проходящие через нее потоки, подпитывая энергетические поля Земли и не допуская при этом движения литосферы. Хотя, если совсем уже точно, то пирамиды изменяли не сам электромагнитный поток, а гравитационные и смежные его уровни, являясь как бы воронкой, обращенной широкой частью вниз для улавливания гравитационного излучения Земли и концентрации излучения на вершине. Здесь происходят физические взаимодействия, которые еще мало освоены современной наукой. Академическим ученым еще только предстоит заняться данным вопросом, так как в научном мире принято игнорировать факты в том случае, если их объяснить пока не удается.
И, кстати, пирамиды не обязательно строили от начала и до конца. Зачастую использовали подходящую возвышенность, которую обкладывали нужным строительно-монтажным материалом, придавая ее нужную пирамидальную форму. И стоит отдельно подчеркнуть очень важный момент. Большинство комплексов пирамид абсолютно точно привязаны к основным реперным точкам созвездия Орион, чаще всего к поясу Ориона. А это дает некоторым исследователям основание настаивать на теории орионского порабощения Земли. И уже в этом варианте теория разбалансированной пирамидами планеты входит в противоречие с мнением тех, кто настаивает на стабилизирующей роли этих же пирамид. Как всегда, истина, по-видимому, находится где-то посередине. То есть пирамиды строились в различных своих формах для всех целей одновременно, и как конденсаторы электростанции, передатчики энергии, и как приемники и передатчики информации, как в пределах Земли, так и ближнего и дальнего космоса, и как станции омолаживания тела и регенерации органов, и как станции телепортации предметов и тел самих людей, богов. И это было повсеместным явлением в давние времена. Поэтому пирамиды строили не только в Египте. Они строились и в разной степени сохранились по всему миру, как на поверхности, так и под землей и под водой. И даже на других планетах и их спутниках.